Добрый день, уважаемые пользователи платформы Simba Storage. На протяжении месяца наша команда собирала часто задаваемые вопросы от вас в чатах, и мы решили дать на них ответы в формате видеоинтервью. Сегодня на правах комьюнити-менеджера я позвоню SEO проекта Simba Storage и главному разработчику. Они сейчас находятся на отдыхе и смогут дать ответы на ваши вопросы. Поехали. Антон. Привет. Привет. Привет, доброго дня. Доброго дня тебе из солнечной Турции. Да, мы застали тебя на отдыхе. Тем не менее, сделаем небольшую видеоинтервью. Вот, тем более, что у нас накопилось некоторое количество вопросов от подписчиков и наших клиентов. Хорошо. Да. Я бы хотела сначала обозначить повестку дня, потому что сейчас складывается ситуация такая, что центральные банки разных стран заявили о своей активной деятельности в сторону построения инфраструктуры для национальных стейблкоинов, и в июле месяце вообще американский финансовый регулятор разрешил местным национальным банкам открывать депозиты в биткоинах. Германия до этого опередила Америку, и они тоже разрешили своим банкам открывать депозиты в биткоинах для клиентов. Причем мы вот видим, что финансовые институты самого высокого уровня проявляют такое доверие к этому активу, и даже в некоторых источниках проскальзывает, что регуляторы называют биткоин возможным будущим заменителем золота, цифровым золотом. И в июне этого года был сделан анонс запуска холодного хранилища Simba с его стейблкоином, привязанным к биткоину. И вот в связи с этим сразу тебе вопрос, как создателю этого проекта и компании. Немногие понимают идею Simba. Зачем нужно было создавать стейбл, привязанный к биткоину? Да, дело в том, что год назад, когда я думал о стейблкоинах, я сразу отсекал в своем понимании возможность разработки стейблкоина к фиату, потому что для меня доллар, не обеспеченный золотом, это фантик. И, соответственно, тезер и другие его аналоги – это фантик, обмененный на другой фантик, ничем не обеспеченные. Вообще абсолютно ничем. То есть машина печатная сколько хочет, столько и печатает доллара. Соответственно, эти доллары, тоже, кстати, в цифровом эквиваленте, только в банковской схеме, перекладывают на какие-то счета, и происходит эмиссия тезера. Соответственно, мне этот стейбл не нравился, и все его копии тоже. И я почему-то сразу решил о том, что нужно создавать стейблкоин именно к битку. И в тот момент я размышлял над тем, как он должен выглядеть и почему именно к битку. И обязательно именно к сатоши, а не один к одному к биткоину. Потому что я понимал, что биткоин – это ценный актив, который будет только расти в цене. Его эмиссия ограничена, он никем не контролируется, ни одним государством, ни одним центробанком, ни одним банком, ни физическим каким-то существом. Он полностью децентрализован. Самое лучшее, что можно было создать в экономике. И обязательно нужно делать стейблкоин, привязанный именно к нему. Я решил сделать, что нужно создавать именно к сатоши, потому что цена будет однозначно очень сильно расти. И биткоин – это не тот актив, который, мне кажется, должен использоваться как вот средство обмена, как деньги. Он должен использоваться как какой-то ценный актив, как предмет искусства, что-то такое, что теряется, там, как какие-то животные, которых ограниченное количество, их все меньше и меньше, потому что из-за халатности людей мы теряем биткоины. Их производят, но из-за халатности людей, от того, что они считают, что они сами смогут контролировать свои кошельки и все свои пароли, они просто теряют доступы. Уже огромное количество миллионов биткоинов было утеряно из-за таких случаев как раз-таки. Вот. И для этого мы решили создать Simba, привязанные к битку. Один сатоши, один Simba. И насчет анонса, запустились-то мы все-таки 4 октября 2019 года. Это смарт-контракт был первый выгружен, и он был рабочим. Показал свою работоспособность, и то, что мы хотели, мы это воплотили. У нас уже был сайт, все генерировались счета, и происходила эмиссия Simba. Вот. А в этом году, в 2020 году, просто после больше полугода тестов, мы окрепли и уже заявили о себе на весь мир и начали приглашать к нам открыто массово клиентов. В каких
городах, странах находятся офисы? Есть ли уже офисы у компании? В каких странах планируется регистрация компании? На сегодняшний день офиса компании еще нет. Офис будет находиться, штаб-квартира в Цуге, Швейцария. Там же будет зарегистрирована компания. Сейчас документы уже все переданы в Дубай на регистрацию в юрисдикции Арабских Эмиратов в Дубае, компании Simba. В конце сентября мы планируем завершить регистрацию Simba Storage в Цуге, где и будет открываться офис, штаб-квартира центральная. Ну и дальше уже по нашему плану мы планируем также открывать компании в Эстонии, в Лихтенштейне и в Новой Зеландии. Но осенью будем смотреть, как будет разворачиваться ситуация в мире из-за пандемии, потому что из-за этого очень многие государственные учреждения начинают работать совершенно в новом формате, более медленно, ненормально, и эти системы работы нужно тоже успеть и изучить, к ним подготовиться, и в соотношении с их новыми требованиями регистрировать компании. Мы надеемся, что мы успеем уложиться в срок, вот, но если будут какие-то сложности, ну, чуть-чуть снесем на месяц-два, я думаю, это не критично. Хорошо, да, с регистрациями понятно. По поводу процесса передачи биткоинов на хранение в Simba Storage. Как выглядит этот процесс? Насколько он сложный и долгий? Он не сложный и он не долгий, он достаточно быстрый. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте Simba Storage, подать заявку на обмен своих биткоинов на Simba, будет выставлен счет, перевести свои биткоины по указанному адресу. Как только будет подтверждение 3 транзакций, сервер дает команду смарт-контракту на выпуск, на эмиссию стейблкоин Simba. Они выпускаются и переводятся на адрес владельца биткоинов. Это происходит максимум за час. Все зависит от скорости блокчейна биткоина. Какая минимальная сумма для открытия депозита в Simba? 25 десятитысячных биткоина. 0,0025. Отлично. То есть это доступно среднему пользователю. Не обязательно быть Любому пользователю. инвестором, да, для того, чтобы пользоваться услугами Simba. Ну, конечно, это не в швейцарском банке на 300 тысяч долларов открывать депозит. Это совершенно другие значения. То есть это доступно абсолютно каждому на планете. Отлично. А какие-то комиссии при вводе и выводе тела депозита? При регистрации, при открытии счета комиссия 50 тысяч Simba. И при закрытии, соответственно, тоже 50 тысяч Simba. При трансфере 5 тысяч Simba комиссия. Ну, на сегодняшний день это очень, это там 10, 20, 30 центов. Это очень маленькие суммы. И она будет всегда меняться в зависимости от курса. Если курс будет, конечно, биткоин расти, то комиссия будет в Simba уменьшаться. Чтобы всегда была она дешевой, выгодной, не обременяла, так сказать, человека. Частый вопрос, который пользователи задают. Вот мы передаем свои биткоины в хранилище Simba. Чем обеспечена защищенность хранилища? Как Simba Storage может обеспечить защищенность моих персональных данных и, естественно, самого главного ценного актива биткоина? На первом месте это юрисдикция. Насколько я считаю, это самое главное в этом факторе. Те страны, которые максимально лояльны к криптовалютам и максимально надежны с точки зрения закона. Это страны, которые входят в топ-6, топ-7 стран мира, в которые переезжают все долларовые миллионеры, где нет коррупции совсем. Вот. И поэтому они надежные. А вот более технические элементы хранения, о них сейчас расскажет Алекс. О технической стороне этого вопроса нам расскажет главный разработчик стейблкоина Simba и Simba Storage. Алекс, здравствуй. Валерия, приветствую. Что касается хранилища, есть два элемента. Нужно разбить все хранилище на организацию хранения биткоинов на холодных кошельках. В дальнейшем мы планируем
перейти к холодным аппаратным хранилищам, которые будут обеспечивать и цифровую защиту данных приватных ключей, и также будут надежнее, чем бумажные носители. Как считают сейчас, холодное хранение – это то, что никогда не подключалось к сети и никогда не подписывало транзакции, будучи подключенным к международной сети. Соответственно, что касается хранения, далее выплата из хранилища – это на данном этапе горячий кошелек, который обеспечивает ликвидность и позволяет выплачивать заявки. В горячем хранилище находится в пределах 10% от общего хранения, что позволяет ликвидировать риски при атаках хакерских, либо взломах, либо любых других возможностях потерять с горячего кошелька. И, соответственно, мы внедряем сейчас, уже разработали мультиподписной алгоритм, который будет усложнять задачу потери через атаки, через, скажем так, ликвидирует все риски горячего кошелька через мультиподпись и диверсификацию в разных локациях. То есть уполномоченные, ответственные люди будут иметь одну из определенного количества подписей и подписывать хэш, генерируемый сервером, для того, чтобы сгенерировать транзакцию на выплату. В данном механизме будет задействовано еще от 10 до 20% средств хранилища. Таким образом, до 30% средств в биткоин будет подготовлено к обеспечению ликвидности реальных владельцев через довольно сложный алгоритм, который не позволит потерять средства через атаки, либо через попытки найти и физически как-то воздействовать, влиять на ответственных лиц. То есть здесь будет многоуровневая, многоступенчатая система безопасности, которая уже сейчас внедряется и тестируется через мультиподписные алгоритмы. Далее мы следующим этапом будем внедрять мультиподписной аппаратный алгоритм, который будет разбросан уже в большом количестве, скажем так, локаций, до которого дотянуться будет, я думаю, не x10, x100 сложнее, и, соответственно, повлиять на который будет, я думаю, на 99,99% невозможно, так как система стремится к полной децентрализации. И таким образом, подводя итог, я бы разделил систему хранения биткоинов на два этапа. Да? То есть первый – это поступление биткоина в хранилище, второй этап – это выдача биткоина владельцу. Таким образом, Simba Storage гарантирует безопасное хранение институционального уровня для инвесторов с любым депозитом. Значит, идея такова, что пользователь передает свои биткоины в хранилище Simba, взамен получает Simba Stablecoin в эквиваленте, и далее, какие функции доступны клиенту, когда у него на руках Simba Stablecoin? Что они могут с ним сделать? Ну, помимо того, что передать своему другу, пользователю, перечислить другому, любому пользователю системы. Что еще здесь возможно? В white paper сказано про онлайн-платежи, кредитование, трастовый фонд, возможность открытия трастового фонда. Можешь как-то подробнее рассказать вот об этих функциях? Ну, передача другу – это тоже немаловажный фактор. Это может быть и друг, и подруга, и родственник. Соответственно, это трансграничные переводы между всеми континентами. Это очень удобно, быстро, доступно и низкозатратно. Это доступно уже сейчас. В дальнейшем будем только это масштабировать и улучшать инфраструктуру для пользователей.
чтобы они могли переводить Симба за что угодно, за товары, за услуги, в качестве подарка или просто какие-то другие переводы. Кредитование пока недоступно. Вот. Трастовый фонд тоже пока недоступен, но мы ведем диалог с адвокатами из Лихтенштейна по вопросу создания, разработки трастового фонда с помощью технологии блокчейн, чтобы наши клиенты в будущем могли вкладывать часть Симба в эти фонды для своих детей, для своих родственников, для какие-то обеспечения. Мы выбираем Лихтенштейн, потому что это испокон веков самое надежное место для таких трастовых фондов. Также мы сейчас уже ведем диалог с некоторыми трейдинговыми фондами, которые могут приумножать число биткоинов для наших клиентов. Соответственно, они будут приумножать именно число Симба. То есть, чтобы наши клиенты могли не только хранить у нас, но также и пользоваться нашей рекомендацией наших каких-то партнеров, которые мы уже выбираем и будем, может быть, полгода, может быть, год за ними следить, тестировать, наблюдать, чтобы принять окончательное решение, советовать нашим клиентам эти фонды или нет. Потому что мы заинтересованы в поиске надлежащих фондов, которые могут приумножать количество именно BTC на счету наших клиентов. Соответственно, чтобы это число Симба могло их расти. Вот. Все эти вещи будут доступны в ближайшее время. Антон, ты сейчас уже заговорил о преимуществах и отличиях Simba Stablecoin от других проектов, существующих уже. Например, есть такой проект под названием Wrapped Bitcoin. И чем еще отличается Simba Stablecoin от Simba Storage от этого проекта? Стоит отметить, что когда я придумал в своей голове Simba Stablecoin, обеспеченный 1 к 1 к Сатоши, я понятия не имел о существовании этого проекта. И только уже ближе к весне 2020 года Google запросы начали нам выдавать его. Причем в разных странах, не только в Швейцарии. Мы его обнаружили, начали его изучать. Вот. У нас немножко, во-первых, у них обеспечение тоже биткоином, но 1 к 1. Я вообще не понимаю, для чего это было нужно создано, потому что цена биткоина будет, я уверен, расти очень сильно в течение следующих 10 лет. И я еще год назад задумался о том, что, скорее всего, придется Симба делить на какие-то симбоксы маленькие, потому что цена будет, возможно, очень высокая. У нас разные задачи. Мы все-таки в первую очередь обеспечиваем хранение безопасное для наших клиентов в разных локациях и создаем для них инфраструктуру, возможности именно хранить у нас в первую очередь свои биткоины. И дальше уже вокруг этого хранилища развивать различные инфраструктурные компании, чтобы можно было, чтобы нашим клиентам было удобно этим пользоваться. В чем отличие, еще я бы очень сильно хотел отметить, это локации юрисдикции. Первое, на что я поставил акцент, это Швейцария, Лихтенштейн. Даже если взять список тех стран, которые я выбрал для локации холодного хранилища, Новая Зеландия, Арабские Эмираты, Лихтенштейн и Швейцария, они входят в топ-7 стран, в которые переезжают долларовые миллионеры. Если исключить из этих стран такие крупные, такие как США, там 12 тысяч в год, да, примерно переезжает, Канада 4 тысячи, то Швейцария, Новая Зеландия и Арабские Эмираты это уже вот топ-3, топ-4 страны. Из Китая 15 тысяч там, или 16 тысяч, примерно средние данные, точно не могу сказать, уезжает миллионеров. То есть это не является теми странами, в которых хотят хранить свои сбережения. И поэтому я бы не относил Сингапур к самым надежным в мире. Они даже в топ-10 не зайдут. Соответственно, где предпочитают хранить свои сбережения, накопления люди с Азии, можно посмотреть просто по миграции. Это Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Лихтенштейн, Арабские Эмираты. То есть это самые лучшие места по локации. Вот, поэтому мы отличаемся очень важным фактором, это наши локации. Мы находимся в самых надежных странах, где, я до этого уже сказал, почему мы находимся. Поэтому это очень важный аргумент. И все вещи, которые мы планируем организовать,
с помощью Симба листить на различные биржи, использовать трастовые фонды кредитования, транзакции по всему миру. Просто все это наши идеи, то, что мы хотим облегчить инфраструктурное развитие для наших клиентов, то, что мы видим, то, что мы наблюдаем, то, чего нет у них. Но есть я очень обрадовался, когда вот обнаружил эту компанию, то, что мы не одиноки в своей идее. Я очень рад, что кто-то на другом конце полушария, пусть даже это и Сингапур, мыслит схоже. В этом году мы знаем, по-моему, к весне появился Tezos, TZ-BTC, которые тоже решили сделать стейблкоин, привязанный именно к битку. Когда это предложил сделать компания Tezos, я еще больше обрадовался и понял, что я тогда мыслил именно в верном направлении, еще задолго до того, как кто-то это начинает создавать. Потому что я понимал, что стейблкоин, привязанный к фиату, это история на следующие 3-5 лет, а через 5-10 лет это будет история уже наших стейблкоинов, которая будет привязана именно к битку. И мы первые, кто это создал, двигает, развивает и пытается внедрить это в массы на весь мир. И когда я наблюдал за их компанией, у них в хранилище целый год было от 300 до 500 биткоинов. И буквально в мае этого года, 2020, сильный рост пошел. 5000 биткоинов, 10 тысяч биткоинов уже летом. И сейчас вот сегодня мы зашли посмотреть, или вчера на днях, у них почти 31 тысяча биткоинов в кастоди. Это более 350 миллионов долларов. Это подтверждает факт того, что наша бизнес-идея пользуется популярностью. Есть нам к чему расти, соответственно, если у них есть такое количество, то у нас однозначно будет, то, что биткоинов много, компаний в мире кастодиального хранения тоже разное количество. Это подтверждает просто факт того, что мы в любом случае будем максимально сильно развиваться и расти. Конечно, за год мы такую компанию, как их, не обгоним, но я думаю, за 2-3 года целью уже можно ставить, обогнать по количеству хранения у себя, обогнать эту компанию. И хорошо, что есть такой конкурент, пусть не прямой, но похожий, есть на кого смотреть и стремиться кого обогнать. Потому что когда таких сильных конкурентов нету, то тяжело смотреть по сторонам. Хорошо, что они есть. Поэтому стоит задуматься, когда у нас будет десятки, сотни тысяч биткоинов в хранилище во всех наших локациях, как сильно мы вырастем и как сильно вырастет цена токена SST. Отлично, токен SST. Мы вернемся к нему немного позднее. Есть очень такой хороший вопрос. Как ты относишься к хранению своих биткоинов в различных банках на депозитах? Это надежно? Ты бы рекомендовал это? Какое у тебя к этому отношение? Я не храню в банках на депозитах свои биткоины. Пока что. Вот. Я знаю, что банки уже начали. Я это предвидел за несколько лет до того, как они начали это анонсировать. В принципе, все, что происходит сейчас, мы это все за полгода, за год, за два, мы это уже анализируем и предполагаем. Я думаю, если выбирать банки, в которых можно хранить свои биткоины, то только Швейцария и Германия пока что, на сегодняшний день. Это страны, где есть уже какая-то форма регуляции криптовалюты, понимание, лояльность, потому что в других странах либо палки в колеса сильно вставляют, либо регуляция очень сильно, либо ее вообще нет. Вот. Но это самые надежные, насколько я считаю, места, где можно было бы хранить. Но очень узкий круг людей сможет там открыть счета, потому что, во-первых, сейчас пока это доступно только для своих собственных граждан, в дальнейшем они, возможно, откроют доступы для стран третьего мира, и депозиты минимальные будут немалыми. То есть не 25 тысяч биткоина, а там может быть 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов, возможно, только от 100-200 тысяч долларов. И нужно будет прилететь в Швейцарию, посетить банк, возможно, открыть какой-то долларовый, франковый депозитный счет и так далее, с кучей вытекающих расходов, перелетов, юристов, адвокатов. Все это очень будет стоить дорого. И, то есть это для богатых людей. Как франки, доллары хранить в Швейцарии, так и здесь будет в любом случае для очень богатых, состоятельных людей, и многим эта функция просто будет недоступна.
как раз мы предоставляем тот сервис, который доступен будет каждому на планете, не выезжая. Поэтому хранить можно, но я не уверен, что, во-первых, сейчас точно никто не сможет там открыть счета, а когда даже они смогут, то будут лимиты по суммам. Я думаю, это будет от 100 тысяч долларов, наверное. Ну, поживем, увидим. Вот вопрос от новичков, скорее, в мире криптовалют. Многие задают вопрос, зачем мне покупать биткоин и ждать 5-10 лет, пока он вырастет, если я хочу сейчас зарабатывать на криптовалюте. Например, купить биткоин, завести его на биржу, там торговать и его увеличивать. Какие здесь есть риски для этих людей? Никто не мешает им приумножать биткоин и зарабатывать. Но есть правило. Всегда оно было, и все уже 3,5 года я всегда о нем говорю, что 50% своих денег в криптовалюте нужно держать в битке. И эти 50% еще и диверсифицировать в разные хранилища, биржи, кошельки и так далее. Обязательно нужно пользоваться Simba Storage. Потому что все люди, которые старались только приумножить, они проигрывали. Ну, как все, 99% это же не 70% и не 60%. Это реально за те 3 с лишним года я говорил огромному количеству, не 10, и даже уже, наверное, не сотням людей. И сейчас это видео смотрят, я уверен, десятки людей, которые скажут, да, это я тот плохой, который не послушал Антона и проиграл 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 5 тысяч долларов. Они всегда хотели чуть-чуть попозже купить биткоины, чуть-чуть, еще немножко, еще чуть-чуть поторговать, потрейдить, вложить какую-то монету, приумножить из 3 тысяч, сделать 20, из 20 60, купить сразу много биткоинов. И они впадали в азарт, в алчность, они проигрывали все свои сбережения, и свои USDT, и свои биткоины. Поэтому обязательно нужно приучить себя 10-20% заработка в месяц откладывать в битки и в хранилище. И вот как неприкосновенный запас, и никогда их не трогать. Потому что сложно себя психологически приучить, сейчас через 2-3 месяца, сейчас там вырастет какой-то мой токен, и я сразу пойду куплю биткоинов и вложусь. Вот все, кто так говорят, все, кто сейчас меня слышит, вы этого не сделаете, потому что вы либо проиграете, либо дальше будете в азарте, где вы там будете все время хотеть желать большего, и так и никогда не начнете копить свои битки. Рано или поздно вы потеряете их. Из тех людей, которыми я начинал 3 года назад, 3-5 человек, у которых соблюдали эти правила и остались с биткоинами. Все остальные проиграли их. Все их проиграли. Нет никого, ни одного практически. Вот кроме этих, кого я знаю близко, давно, у которых есть еще битки, которые откладывали и хранят. Большинство людей торгует и вот так вот хочет быстро заработать деньги. Быстро – это самый печальный способ. Поэтому, да, можно, если у вас есть 10 биткоинов, пожалуйста, 5 положите к нам в хранилище, 5 разделите на следующие 2,5 года. По полгода, раз в полгода берите 1 биткоин и проигрывайте его. Если вам так хочется поиграться и проиграть, а вы их проиграете, мы об этом статью писали, то вот поиграйте, пожалуйста. Раз в полгода доставайте 1 биткоин, проигрывайте, а через 2,5 года поймете, что я был прав. И уже, наверное, 60, 70, 80, может быть, человек или 100 даже уже также считает, что, Антон был прав, у меня было 10 биткоинов, сейчас у меня 0,1. Таких людей, у которых было 10 биткоинов, а сейчас у них 0,1 или 1000 долларов, их просто десятки, которых я только знаю. Это только которых я знаю, а во всем мире сколько их. Поэтому лучше учиться на чужих ошибках, так делаю я, и немножечко совершать свои. Это в любом случае все совершают свои ошибки, но учиться надо на чужих большую часть. Те, кто учится только на своих, они всегда теряют сбережения. Но лучше приучить у себя к правилу 10% вкладывать. Как только человек научит себя, это будет самый лучший для него урок. Он выиграет. И потом будет только вспоминать, вот я молодец, что именно так я поступил. Помимо стейблкоина Simba, у нас еще существует такой инфраструктурный токен, как SST. Антон, раскрой, пожалуйста, суть, зачем он предназначен. Токен SST – это utility токен компании. Предназначен он для получения финансирования компании, также для возможности работы с этим инструментом на бирже, как, допустим, utility токен BNB у Binance, и либо у других любых проектов, которые торгуются на биржах. На них можно зарабатывать, на них можно проигрывать. С помощью этого токена мы привлекаем капитал для развития нашей компании. Через него могут заходить как розничные инвесторы, так и крупные фонды, приобретая.
В дальнейшем мы планируем внедрять этот токен внутри нашей системы различными способами, о которых я сейчас не хотел бы говорить. Также мы планируем распределение дивидендов прибыли компании международной Simba на держателей security токенов, которые можно будет приобретать только при наличии токенов SST. Соответственно, все это будет очень сильно взаимосвязано, работать и провоцировать людей к владению SST токенами, чтобы цена могла расти, и наши инвесторы от этого зарабатывали. Представьте себе, что какова цена токена, допустим, BNB на старте была, и сейчас она выросла. А если они еще добавят к этому получение распределения прибыли, то цена вырастет, наверное, даже не в 10 раз. Я боюсь даже себе представить, во сколько она вырастет. Соответственно, у компании, у которой в хранилище 3 биткоина, цена токена имеет одну цену, невысокую, на старте. Но придет время, когда в хранилище будут сотни тысяч биткоинов. И прибыль от этого будет очень существенная. И, соответственно, цена будет просто постоянно от этого расти. Заинтересованных людей, фондов, инвесторов со всего мира будет больше, больше, больше. В white-paper Simba указано количество замороженных токенов для команды, и оно сравнительно небольшое. Как можно проверить, что токены эти действительно заморожены и будут размораживаться постепенно? 1, 2, 3, 4, 5 лет указано как этапы разморозки. Как проверить это? Ну, во-первых, проверить это можно на Etherscan. Все данные есть в блокчейне Ethereum в открытом реестре. Если кто не умеет, то можно у нашего саппорта попросить инструкцию. Мы специально ее делали для того, чтобы каждый желающий мог это проверить. Но я бы еще хотел отметить момент, ты сказал, что сравнительно небольшой. Я бы хотел сказать, что большое, потому что 5 миллионов токенов заморожено на команду достаточно много. Я это сделал специально, разделил на 5 лет, чтобы команда была замотивирована. 5 миллионов по текущей цене это немного, да, 500 тысяч, 600 тысяч долларов. Но при росте цены токена к $1 и выше, это уже 5 миллионов долларов на команду. Это очень хорошие бонусы. И разморозка раз в год по 100 тысяч долларов каждому и более, это та мотивация, ради которой каждый член команды должен стараться вкладывать все силы в эту компанию. Тогда, таким образом, помимо ежемесячных каких-то зарплат, он сможет раз в год получать по 100 и более тысяч долларов в виде бонуса. Разморозка идет первый год, второй год, третий год и потом только на 5-й год. И я считаю, это очень существенная сумма, большая. Антон, в разных презентациях наших продуктов ты пишешь о том, что блокчейн — это твое будущее на ближайшие 30 лет. А почему на 30? Что будет после того, как это количество лет пройдет? Моему сыну будет 33. Дальше он. И будут дети, продолжать будут дети моих партнеров по всем локациям. У нас же децентрализованное управление мы выстраиваем. Систему. Поэтому в ближайшие 30 лет у нас много сил, энергии, мы будем внедрять все, что можем и хотим. А дальше будут продолжать наши дети. Мы строим наследие. Антон, расскажи, как давно ты начал строить бизнес в криптоиндустрии и что этому предшествовало? Чем ты занимался? С конца мая 2017 года, начала июня 2017 года я в криптоиндустрии больше 3 лет. Плотно занимаюсь только этим, больше ничем. Это был один из 7 или один из 8 мест, куда я инвестировал деньги. А заработал я деньги в 2016 году на недвижимости. До недвижимости я занимался предпринимательством с 18 лет в различных компаниях прямых продаж, где набрался огромного количества опыта по продажам, по маркетингу, лидерству и так далее. Много работал в разных городах, строил бизнесы, всегда только свои собственные бизнесы были сети бизнесов. Потом я уже в 2016 году начал заниматься более крупными проектами, это в коммерческой недвижимости, помогал в сделках, в выборе отличных, выгодных бизнес-предложений коммерческой недвижимости в Москве для клиентов, тендеры,
победы на этих тендерах и так далее. Люди зарабатывали огромные суммы денег благодаря тому, что мы с моей командой подбирали хорошие для них проекты. На этом я заработал за 2016 год больше 10 миллионов рублей, 11 там, с чем-то, и смог уже инвестировать и начать свой путь как инвестор. С сентября 2016 года, я помню, начал изучать именно различных инвесторов, владельцев крупных фондов, индексных фондов, Vanguard, Rock и так далее. Все, что есть в интернете, я начал копать для того, чтобы понимать, как это все устроено, работает. Вкладывать в различные проекты, бизнесы, везде, где только можно было, потому что деньги у меня уже были, и нужно было что-то с ними делать и приумножать. И так я попал в крипту, вложил часть денег в крипту уже последним этапом, и, как оказалось, на практике все остальные бизнесы у меня либо пропали, либо умерли, либо сбежали в другие страны их директора, которым я передавал деньги, и отбила все вложения только криптовалюта. Я в те годы как раз вложил в криптовалюту средства и с помощью этого сделал иксы и отбил все потери на других традиционных бизнесах. Таким образом, я пришел с большим опытом, конечно, уже инвестиций, с большим опытом бизнеса и с деньгами, конечно, не пустою, именно на криптовалютный рынок. Это мне дало более правильный подход, более устойчивый, занять в этом рынке позицию. И набраться больше опыта, чем если бы я начинал с нуля и без денег. Антон, вытекающий отсюда вопрос. Назови несколько китов, на которых строится успешная, надежная компания. Идея, команда, ресурсы, которые мы обладаем, жгучее желание, вера в правильности действий. Это очень важно. Юрисдикция, работающая по закону, по слову закона. Это тоже очень важный фактор при выборе. Ну и диверсификация. Хорошо, говоря о команде, каких людей ты в команде у себя приветствуешь? Вот есть какие-то специальные принципы, по которым ты отбираешь людей? Время. Принцип. Наблюдение. Говорят, в отношениях надо прожить с человеком больше 12 лун. Так же и я. Я присматриваюсь только, если знаю человека уже больше 12 месяцев. Я считаю, 12 и 3-6 месяцев это только тест-драйв. Чтобы понять, можешь ты работать с человеком или не можешь, по пути тебе или не по пути. За полгода вообще ничего не поймешь. Поэтому все, кого мы выбираем не только в команду, но и в партнеры, или даже вот сейчас, как до этого рассказывал про фонды, мы будем наблюдать. Если мы их знаем уже год или 3 года, то мы будем еще наблюдать полгода или год. Поэтому самый главный фактор – это время и поведение человека на протяжении всего этого периода, как он себя будет вести в разных ситуациях сложившихся. Тогда можно понять, стоит с ним работать, нет, стоит его брать себе на корабль и пересекать океан. Только так, только время. Антон, какие есть дополнительные способы заработать Simba Stablecoin? Мы выделили бюджет на первый этап $1 миллион в виде токенов SST для вознаграждения наших партнеров, активных наших партнеров, которые привлекают в компанию своих знакомых, друзей. На этом можно зарабатывать. Алекс, с какими децентрализованными продуктами совместим Simba Stablecoin? Пару слов об архитектуре. Для начала стоит отметить, что Simba Stablecoin – это токен стандарта ERC-20, блокчейн Ethereum. Соответственно, интеграция возможна с любыми децентрализованными приложениями, с любыми децентрализованными биржами, и вся архитектура DeFi, которая существует на сегодняшний день, может организовать любого типа современные свопы, обмены, и это позволяет токену Simba очень свободно и легко интегрироваться со всей современной экономикой. Планируется ли создание приложения Simba, в котором пользователи прямо с телефона смогут переводить токены на любой адрес?
Мы много думали при построении приложения, веб-приложения. Я думаю, что вопрос в разрезе мобильного приложения. И мы очень много думали, как это правильно сделать с точки зрения безопасности, с точки зрения удобства, и все это совместить в интерфейсы, которые позволят пользователям удобно и легко распоряжаться своими токенами. Мы пришли к выводу, что мобильные приложения мы создавать не будем. Интеграции с мобильными кошельками, да, будут, естественно. Возможность управления через мобильные браузеры, которые содержат кошельки, эфириум кошельки для простоты передачи токенов, такие как MetaMask, IMToken. Trust, к сожалению, прекратил поддержку Web3 браузера. То есть это вот как раз таки яркий пример, когда iOS платформа ограничивает производителей, разработчиков кошелька к возможностям управлять Web3 браузером. То есть технологии, которая позволяет поддерживать блокчейн кошелек в браузере. Именно поэтому мы отказываемся от создания своих приложений для того, чтобы уйти от централизованных систем, которые будут влиять и давлеть, скажем так, над нашей технологией. Мы уходим в сторону полной децентрализации, полностью на веб-приложение. Естественно, мы будем улучшать, усовершенствовать интерфейсы для того, чтобы пользователи с разных устройств могли в полном комфорте управлять своими балансами, пополнять, выводить в любое время суток с любой точки мира на любом устройстве. Но это будут мобильные версии, это будут специальные, возможно, даже десктопные приложения, которые будут разворачиваться в момент запуска и через браузер. Спасибо, Алекс, за развернутый ответ. Антон, планируется ли проведение аудита по смарт-контракту Simba Stablecoin? И как он вообще будет проходить? Будут ли результаты размещены как-то публично? Смарт-контракт у нас публично уже размещен. С ним может ознакомиться каждый, с кодом контракта. Я считаю, что аудит должен делать самостоятельно каждый инвестор для себя, потому что если я закажу какой-то компании, выберу какую-то страну, какое-то неизвестное название, заплачу там 200, 500 или 3,5 долларов, это абсолютно ровным счетом ничего не скажет для инвестора, потому что он не доверяет и не знает эту компанию. Соответственно, как он может ей доверять? Он должен самостоятельно выбрать себе аудиторскую компанию, нанять ее и сделать. Поэтому я не вижу необходимости нам это делать. У нас код открыт, мы уже не первый год делаем смарт-контракты, и первые наши смарт-контракты вообще были полностью децентрализованы, и это уже проверено годами. Поэтому я считаю, пусть они сами нанимают себе компании, выбирают, которым они верят, в первую очередь, и инвестируют после этого. Если говорим о больших суммах, там 10 миллионов долларов, 5 миллионов долларов, миллион долларов, как бы тут нанимаются уже серьезные аудиторы, не только просто смарт-контракты, но и компании там, по различным методам. Прилетают к нам в Швейцарию, общаются, знакомятся с нами, смотрят. Мы открыты к диалогу. Антон, аккумулируя весь свой опыт предпринимательской деятельности и деятельности как инвестора, какой самый лучший совет, рекомендацию ты можешь дать нашим клиентам, пользователям? Самую лучшую рекомендацию я дам: платите себе каждый месяц в Simba. Экономика меняется, банки меняются, в мире происходит то, что многие не видят, и не понимают, и не знали. Все зарабатывают себе деньги в разных структурах, разных нишах, но нужно вкладывать в золото, в цифровое золото нового поколения. Поэтому обязательно каждый месяц платите себе в Simba, покупайте биткоины, меняйте на Simba, храните их и копите. Это даст возможность в будущем, я уверен на 100%, изменить полностью все ваше текущее финансовое положение. Если оно плохое, будет лучше, если оно хорошее, будет еще лучше. А финансовая свобода – это один из важных факторов счастья на сегодняшний день. И все мы помним уроки СССР
уроки дефолта, все происходило, все может происходить. Ни один фантик сегодня, который есть в мире, любой страны, не может быть настолько крутым, качественным и самым лучшим инвестиционным составляющим, как биткоин. Поэтому лучшее, что есть на сегодня вообще в целом мире, из активов, которые вы можете каждый месяц себе по чуть-чуть покупать, неважно на какую сумму, $30 или 33 тысячи долларов, но каждый месяц вкладывайте 10, 20, 30% своих денег, своих заработанных в других каких-то местах обязательно. Поэтому это самое лучшее, что я могу дать из всех советов. Самое лучшее. Это платите себе Simba. С нами на связи были создатель и главный разработчик проекта Simba Storage, самого защищенного хранилища для вашего биткоина. Создатели проекта уже успели зарекомендовать себя на рынке криптовалют, все-таки более 3 лет работы в индустрии – это серьезный показатель. Теперь отечественный проект официально продолжает свое развитие в самых авторитетных юрисдикциях нашей планеты, потому что какие бы катаклизмы и войны ни происходили в мире, а в Швейцарии всегда был и будет покой. Подпишитесь на телеграм-канал и чаты Simba Storage для того, чтобы быть в курсе всех последних новостей. Ну и покупайте биткоин, завтра уже может быть поздно.